Салют, я Даниил, вы на канале AI и чтобы немножко разнообразить контент, я решил в одном видео соединить два своих любимых увлечения, а именно компьютерные игры и копание в различных механиках игр, с одной стороны, а с другой стороны махание железными и текстолитовыми палками. И именно поэтому я решил рассказать о боях на мечах в игре Dark Messiah of Might and Magic. Поехали! Вперед, эорлинги! Прежде чем мы начнем, небольшой дисклеймер о принципах работы, которых я хочу придерживаться. Реализм — не сакральный идол, которому нужно скармливать прочие аспекты произведения. Это ценный инструмент для создания интересных проектов. Но если с ним переборщить, можно нагнать духоты сверх всякой меры. Кроме того, мне не случалось участвовать в кровавых дуэлях на улицах ночного Мадрида. Мой опыт махания палками ограничивается хемой, ролевыми приколюхами и всякой японщиной. Так что, когда я говорю о реал-лайф фехтовании, я имею в виду именно это. Кроме того, уточняю, я не эксперт-историк, я не турнирный чемпион и я не черный пояс по всем возможным боевым искусствам. Сворд. Я просто чел, который увлекается фехтованием на железных и всяких текстолитовых штуках и в первую очередь получает от этого кайф, удовольствие и новые яркие впечатления. Впрочем, для разговора об играх и прочих развлекательных медиа такого бэкграунда должно хватить просто за глаза. Итак, начнем с главного. Прежде чем понять, как мы сражаемся, надо понять, где мы сражаемся. Как и в фильмах с Джеки Чаном, окружающая обстановка тоже оружие. Можно сталкивать противников во всякие пропасти. Прямо в яблочко. И на пресловутые шипы, в костер, ломать подпорки и ронять бочки-ящики на голову врагов. Брать и обмазываться. Брать и кидать их во врагов. И это я уж молчу о стандартных ловушках из фильмов про Индиану Джонса. Выпрыгивающие колья, сдвигающиеся стены, всякие огнеметы. Этим не только можно, но и нужно пользоваться. Ключ к успешной реализации окружения — волшебный пендель. Это единственная атака в игре, которая тратит стамину, но зато может отправить в полет Почти. кого угодно. Естественно. Что легкого гоблина отшвырнуть от себя проще, чем орка на массе. Но совсем непинаемых противников в игре немного, и большинство из них вполне очевидные. Как мы бьем? Как по мне, обычные удары по клику особого интереса не представляют. Да, при выученном перке ближнего боя можно спамить вихрь ударов, но против тех, кто умеет защищаться, он малость бесполезен. Впрочем, вкачав этот перк еще, можно придать вихрю ударов бронебойность, но имха это больше роляет с кинжалами, чем с мечами. Заряженные удары делаются очень просто. Надо зажать кнопку атаки, либо стоя на месте, либо двигаясь в разные стороны. Благодаря этому бой становится немного похожим на Dance Dance Revolution. Но в жизни, в реальном бою... Это так не работает. Это работает. ИРЛ определенные удары или позиции не связаны с конкретными направлениями движения. Так что если... Хочешь идти, иди! Если Хочешь ударить, ударь, триггер. Не надо этих танцев. Каждый свой силовой удар Сарев начинает из определенной позиции, которой можно подобрать аналог из реального фехтования. Стоя на месте, Сарев поднимает меч вверх, а его острие наклоняет куда-то в бок. Назовем эту позицию защитой головы по весьма очевидной причине. Бьет Сарев отсюда нисходящий удар справа налево или, как говорят итальянцы, Mandritto fendente. с шагом влево Сарев кладет меч плоскостью на левое плечо, острием назад. Так и будем говорить. Позиция над рукой или над плечом. Бьет Сарев из нее слева направо, удар по горизонтали. Roverso mezzano. С шагом вправо Сарев по-самурайски прижимает меч к уху, как телефон. Ох ты сука. Назовем эту позицию высокой, потому что тут острие поднято прямо вверх. При наличии щита она выглядит иначе. Мы держим меч только одной рукой, и острие смотрит назад. Бьет Сарев из нее удар, как ни странно, восходящий справа налево. Mandritto sottano. С шагом вперед Сарев поднимает руку вверх и вытягивает острие вперед.
Назовем эту позицию подвешенной. Отсюда Сарев колет, причем, что характерно, не сверху, а предварительно опуская руку вниз. С шагом назад Сарев подтягивает меч к себе острием вперед. При наличии щита Сарев кладет меч на его край. Такую позицию я бы назвал короткой, Макикака. потому что острие не очень-то сильно выдается впереди нас. Отсюда Сарев опять колет, только немного по-другому. А еще именно через силовой удар реализуется адреналиновое добивание. Адреналин, по сути, стандартная для игр механика ярости. Нанося урон, мы заполняем особую шкалу, которую потом разряжаем в ваншотящий врагов удар. Это позволяет быстро минусануть опасного противника. А еще это чертовски красиво анимировано. Да, адреналин также распространяется на луки и магию, но сегодня мы говорим про мечи, так что пофиг. Удары в игре более-менее учитывают физику. Например, у них есть импульс, и его можно использовать, чтобы сталкивать противников во всякие ямы по направлению удара. Кроме того, от направления зависит что-то вроде коллизии с препятствиями. Не самый частый случай на практике, но удар может зацепиться за колонну до того, как попадет в цель. Ты наказан за то, что не отнесся ко мне серьезно. А еще на мечах можно стыкануться клин в клин, как в этом вашем аниме и самурайских боевиках. Для этого нужно ударить противника тогда же, когда он ударит тебя. В таком клинче надо долбить кнопку атаки, как умалишенный, тогда получится разоружить противника. В жизни, конечно, все не так. Совсем не так. Даже близко не так. Зато такая фишка может добавить игре немножечко напряжения. Кратко про спецатаки. Перечень спецатак в игре невеликий. Помимо уже упоминавшегося вихря ударов, это атака с разбега, которая позволяет оглушить противника. В реале, кстати, атаки на бегу тоже есть, но нужны для быстрого влета в дистанцию. Оглушенного любым способом противника можно разоружить сильным ударом по руке. Анимация прям в духе старых приключенческих фильмов. Кроме того, в игре завезли атаку в прыжке, которая мне не очень нравится, и я использовал ее максимум, чтобы дотянуться до глаза циклопов. И еще есть круговая карусель под адреналином, которую я не использовал никогда на практике, ибо она бесполезнее роя мустанга под дождем. Как работает защита? С защитками в игре все довольно стандартно. Есть блок. Боже, какая шутка! Если прожать его в тайминг, он отбросит противника и даст время для ответочки. Не так зрелищно, как в соусах, но тоже неплохо. Если зажать, будешь просто игнорить урон от большей части обычных атак. При этом пробить блок все еще возможно. Сарев не ведьмак, а значит парировать проджектайлы мечом мы не можем. Зато от них прекрасно спасает щит также в целом спасает и от мощневых подач. Но у него есть конечный запас прочности, и от определенной суммы дамага он сломается. А еще щитом можно бэшить. Это отталкивает противника и наносит ему капельку урона. Эффект мог бы быть и поинтереснее, конечно, но сойдет. Рассказ о работе защиток в живом фехте для этой игры будет слишком душным. Поэтому зафиксируйте себе где-нибудь мое обещание, я обо всем расскажу при разборе более подходящей игры. Короче, давайте суммируем впечатление от боевки Dark Messiah. Экшен в этой игре лучше всего передает вайб старых приключенческих фильмов. Ну, знаете, тех, где дуэлянты прыгают по столам, пинают подсвечники, качаются на канделябрах. Здешний экшен не столько про мастерство владения мечом, сколько про умение умно использовать окружающую обстановку, хитрить и приспосабливаться. И хотя помахать железками здесь можно очень весело и со вкусом, меч — лишь один из инструментов достижения победы. Очень важный, но не единственный. Я все. Надеюсь, вам было интересно, и я вас не передушнил сейчас своими россказнями. Рассказ про кинжалы и посохи отложим до следующего раза, когда я придумаю, как сделать это поинтереснее. Если формат понравился, обязательно дайте мне знать, и, возможно, я попробую рассказать в таком же стиле о других играх, или, может быть, о каких-нибудь других механиках игр, не обязательно только про фехтование. Ну вот, все, что знал, рассказал. Надеюсь, у вас все будет хорошо, берегите себя, и до связи.